Ой, что же мы будем с этим делать? Какой запах у нее. Привет, привет! Агой! Сегодня воскресенье, 11 июня. И снова нам позвонил зритель. Говорит, давайте-ка с вами встретимся на минуточку. Мне нужно кое-что вам передать. Мы говорим, ну, давайте, конечно, встретимся. Почему же нет? Тем более мы все равно едем в центр. Направляйтесь на юг. Мы направляемся на юг. Затем поверните налево. Резко поверните налево. Резко поверните налево. Здравствуйте. Привет, привет! Привет. Привет, садитесь. Сейчас, наверное, Приездом. дежавю будет. Да, почему? Привет. Столько всего произошло с утра. А что такого произошло с утра? Да я чуть не опоздал на самолет. Михаил привез к нам подарки. Ну, как обычно, что-то вкусное, потому что вот чего-то там должно быть вкусное. Смотрите, давайте посмотрим, что же там такое у нас. Что-то тяжелое. Что-то тяжелое. Что-то тяжелое, причем специально. О, Господи! Я уже начинаю чувствовать что-то. Сейчас посмотрим, что это. Пахнет рыбой. Пахнет рыбой. Пахнет рыбой, рыбой пахнет. Обалдеть. Обалдеть! Это вещь. Миша, спасибо большое. Спасибо большое, ты настоящий друг. Когда слушаешь? Слушайте, да, мы очень хотели воблы, это вообще просто фантастика. Слушай, такая хорошая вообще, крупная. Вау, Супер, вау, супер. спасибо тебе огромное, Это спасибо. то, что нам здесь не Это хватает. действительно, друзья, это действительно то, что нам не хватает, потому что ну, вот этого здесь нет вообще. Кстати, чехи это не едят. И чехи это не едят. Они вот мы даже пробовали каких-то там друзей своих угощать, но Прелесть. они не понимают этого буквально. Они сразу начинают Я как уже бы... хочу домой быстрее. Конечно, попробовать с пивом. Да. Вот так. Я еще когда ехал, думал, газету надо было взять, завернуть как вот. А, да, в газетке, в газетке. Слушай, это было бы супер. Все. А это еще не все. Еще куча шоколада. Ой, ну это детишкам, это все. Нам точно нельзя. Нам Да, бублу, а детишкам шоколад. детишкам шоколад. Спасибо большое. Спасибо, Миш, большое. Мы думали, что на этом все закончилось, но тут еще, смотрите, что есть вообще. Не просто так люди тратят свое время на поездку до Праги, а везут бедным, оголодавшим, бывшим москвичам рыбки пожрать с икоркой. Вот. Класс. Спасибо, Миша. Спасибо большое. Пожалуйста. После того, как мы встретились с Михаилом, мы отправились проводить онлайн-трансляцию с видом на Прагу. Вы всегда сможете это смотреть на нашем другом канале, который предназначен именно для трансляций. Ну, а потом, купив бутылочку моего любимого пива, точнее, не одну бутылочку, а целых 4 бутылочки, мы отправились пробовать с Таней воблу, которую нам привезли. Ну, собственно говоря, потом поделимся с вами результатами испытаний полевых. Расскажем, какая рыбка попалась нам. Да. Золотая? Золотая или не золотая? Наконец-то ягоды поспели, и вы приехали в наши любимые Кунратицы покупать ягоды. Клубнику, Таня, ягоды, они же не знают, что ягоды это клубника Да, по-чешски. я думаю уже по-чешски, извините. Ой, что же мы будем с этим делать? Какой запах у нее. Но она какая-то не очень крупная, да? Она бывает крупнее. Но не важно, Это первая. наша клубника, поэтому мы все равно рады. Друзья мои, это наша первая клубничка, свежая с грядочки в этом У году. нас есть ритуал. Как только мы купили эти кошики, мы Ну сразу надо, немытую кошек это кушаем. корзинка. Надо всем людям переводить загласно. Сладкий, как персик. Вау. Вкусненько.
так вот у вас прошло всего пару минут видео, а у нас уже пролетело 2-3 дня. И сейчас мы с Таней направляемся в автосалон марки Шкода. Друзья, сегодня будет необычное видео, сегодня будет тест-драйв автомашины Шкода Кодиак. Я уже давно мечтал его сделать, но, к сожалению, у меня не хватало времени по работе и так далее, и так далее, и так далее. Но сегодня такой день наступил. К сожалению, мы получили ее не особо вымытую, не особо чистую, поэтому ни в защите эстетической красоты, наверное, не будет. Ну а о своих первых впечатлениях я обязательно вам сейчас расскажу. Начнем, друзья. Машина нам досталась, так скажем... О! Здрасте. Машина нам досталась, скажем так, не очень мощная. Всего лишь 150 лошадиных сил. И я бы сказал, что для этой модели конкретно этого мало. Честно говоря, не хватает. Она есть еще 190 лошадиных сил. И вот я сейчас уже прокатившись на 150, понимаю, что 190 будет в самый раз. Машина приятная, очень приятная. И в салоне, и снаружи, и как бы, да, собственно говоря, везде она приятная. И самое, конечно, потрясающее, что сзади очень много свободного места. Я вам сейчас покажу. Вот смотрите, я при своем, в общем-то, достаточно больших габаритах и полном отодвинутом назад сиденье переднее, я сюда сажусь. Друзья мои, ничего комфортнее я себе представить не могу. У меня еще 10 сантиметров до переднего сиденья. Чувствую себя очень комфортно. Очень комфортно. Честно говоря. То есть это фактически суперб, только высокий. Потому что в супербе точно такое же большое расстояние между коленками. Сейчас я вам покажу багажник. Смотрите. Так, что у нас тут в багажнике? Давайте посмотрим, что у нас с багажником. Багажник, ну что, следует отдать должным, что багажник, дорогие мои, тоже очень вместительный. И туда можно... Извините! Ой, не смотрите! Сюда я могу поместиться сам, полностью, со своими габаритами. А представляете, что будет, если сложить вот эти передние сиденья? Это вообще будет чума полная. Потому что сюда, наверное, войдет 2 холодильника. Так что вот такие вот, друзья, дела. Не могу сказать, что это что-то такое большое, да? Мне представлялся этот джип гораздо более вместительным. Не буду внедряться в какие-то технические детали, оснащение багажника, всякие крючочки, засечки. Вы это найдете все в интернете в огромном количестве. Поэтому давайте просто проедемся. Ну вот мы и сели, дорогие мои. Начнем. Ключик, в принципе, никуда не вставляется. Можно сколько угодно искать дырочек, куда он вставляется. Он не вставляется. Он просто находится с вами, потому что там чип. Нажимается, ставится нога на тормоз и просто нажимается кнопочка старт. Ура! И мы поехали. Остается только пристегнуться и попробовать, собственно говоря, тронуться. Кстати, обратите внимание, хорошая навигационная система, установлена хорошая музычка, всевозможные там медиа там и так далее, телефончик, который можно по Bluetooth соединить и так далее. То есть, ну, в общем-то, есть все необходимое для жизни. Удобная система климатизации, покажи, Танечка, вот смотри, как бы обычная двухсторонняя, да, с управлением температуры с каждой стороны. Ну, в общем, все как обычно. Нажимаем драйв и поехали. Мощи, конечно, не хватает. Ну, вот честно, чуть-чуть не хватает. Не могу сказать, что это вызывает какой-то дискомфорт. Дискомфорта нет. Даже 150 лошадей для такой небольшого джипа, в принципе, вполне достаточно. И в горочку он идет достаточно, ну так, плавненько, не дергаясь, ничего. Но вот 190, я уверен, это было бы гораздо лучше. Гораздо лучше. Это просто 100%. Экран навигации и
и музыкального центра, который здесь есть, или, скажем так, бортовой системы, он полностью сенсорный. Включая вот эти вот кнопочки, которые должны переключать режимы, они полностью сенсорные тоже. И исходя из этого, при особо долгом тыкании пальцев, он становится таким залапанным, знаете. Но яркость достаточно хорошая, поэтому не могу сказать, что это мешает, кроме какого-то эстетического нарушения. Ну и для того, чтобы протестировать машинку окончательно, мы выходим на трассу по направлению на Брно и попытаемся посмотреть, насколько она приемиста. Что я вам могу сказать, друзья, что несмотря на то, что машина, я бы сказал, не мощная, 150 лошадей, еще раз повторюсь, для джипа, ну это как бы маловато, но абсолютно приемистая. Я не почувствовал никакого дискомфорта на этих 110 киловаттах на 150 лошадиных сил. Очень приемистая. Переключился на спортивный режим и здорово, ну просто здорово, честно. Тебе как? Я ее тоже чуть-чуть протестила, мне очень понравилась, очень комфортная машинка. Я, конечно, в деталях полных не разбираюсь, как Владимир, но как женщина я бы села за такую машину с удовольствием. Да, 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 она абсолютно комфортабельна, небольшая, небольшая. Это факт. Она не очень большая, но она вполне вместительная. Я себя, еще раз говорю, со своим ростом 183 и со своим весом, я чувствую себя здесь вполне комфортно. То есть я не чувствую себя униженным и оскорбленным, самое главное. Поэтому, в принципе, хочу отдать должное Шкоде. Машинку сделали они что надо, честно. Материалы, из которых сделано... Я могу что сказать? Ну, мягенько, все очень мягенько. Мы же всегда любим, когда чтобы мягенько было, чтобы не гремело. Не дешевые материалы, не дешевые материалы. Ну, может быть, вот в области ручки только чуть-чуть, как бы здесь какой-то пластик, так, поскрипывание, это как бы... Ну, оно, в принципе, везде так, в большинстве случаев, если это не очень дорогущий автомобиль. А в целом все очень приятно, мягенько, не скрипуче. Я проехался специально сейчас по бездорожью, такому, ну, условному бездорожью, где было много кочек, ничего не громыхало. То есть такой хороший семейный автомобиль получается, на самом деле. Стоимость его у нас в комплектации вот со 190-сильным двигателем получаться будет где-то в районе 1 400 000 крон, я так предполагаю. Чуть, может быть, меньше, там, в зависимости от каких-то комплектаций там и так далее, но в районе таком приблизительно. Из замечаний таких, что вот при быстрой езде очень сильный шум от ветра раздается от боковых окон, но, видимо, недостаточно хорошая там звукоизоляция, не так, или я не знаю, что там, может быть, обтекаемость какая-то не очень хорошая, но в целом с этим можно смириться. Как сказал мой друг, лучшее средство от шумов в автомобиле — это просто сделать музыку погромче.